11 ноября GTA The Trilogy The Definitive Edition исполнилось 3 года. За это время игру практически все уже забыли, по причине того, что данное издание получилось, мягко говоря, не тем, чего ожидали фанаты. А больше всего расстроило то, что игра получила очень много багов и визуально была далека от оригинальной атмосферы трилогии. А Rockstar и Grove Street Games не спешили это исправлять. И самое печальное во всей этой истории, что за эти 3 года про игру, казалось, забыли и сами Rockstar, ведь за столь длительный период основную массу самых видимых проблем так и не исправили. Но спустя всего лишь день после очередной годовщины к гром среди ясного неба вышло самое большое обновление для Definitive Edition, которое обрушило на себя внимание фанатов серии, так как это обновление оказалось достаточно большим и в нем действительно многое пофиксили. Давайте проверим, так ли хорошо новое обновление трилогии Definitive Edition. Устраивайтесь поудобнее и приступим. Первое, что бросилось в глаза при запуске любой из частей трилогии, это то, что пропал старый загрузочный экран, теперь вместо него скромный текст, в котором, кстати, нет никакой информации о Grove Street Games. Вероятно, Rockstar сами не рады, что связались с ними, и теперь всячески хотят об этом забыть. Также я заметил, что у сейвов появилась дата и время сохранения, что удобно и так было в классических версиях. Появились дополнительные пункты в меню, самые интересные из которых это классическое освещение. Оно должно вернуть оригинальное освещение из классических частей трилогии. Впервые данное освещение показали еще в мобильной версии Definitive Edition, которая вышла 14 декабря 2023 года. И да, эта фича выглядела лучше, чем то, что было изначально в игре на ПК. Но классическое освещение в мобильной версии выглядело не совсем так, как оно должно было быть. Теперь же его существенно переработали, и оно должно выглядеть замечательно. Вот так выглядит оригинальная GTA 3 без каких-либо модов. Достаточно холодная, мрачная атмосфера. Так выглядит Definitive Edition до нового патча. И вот новый патч с классическим освещением. Мне нравится вариант именно с классическим освещением, так как он больше похож на оригинальную GTA 3 с холодной атмосферой. То же самое и с GTA Vice City. Вот оригинал с теплыми яркими цветами, а вот обновленный Definitive Edition с классическим освещением. Но на самом деле Vice City неплохо выглядел и без классического освещения, но лично мне с новым освещением нравится гораздо больше. Особенно смена дня и ночи, рассветы и закаты, они выглядят прям очень сочно с новым освещением. В целом, тройка и Vice City Definitive Edition получились более удачными, нежели GTA San Andreas с того же издания, где наибольшее количество разного рода проблем и багов. Теперь давайте посмотрим на то, как выглядит освещение в San Andreas. Вот оригинальная игра, ПК-версия, а это PS2-версия. А теперь давайте взглянем на новое освещение Definitive Edition. Тут стоит отдать должное. Новое классическое освещение выглядит очень даже неплохо. Это именно то, как оно выглядит в эталонной PS2 версии, тот же самый стиль. Давайте для сравнения я покажу, как выглядит оригинальная игра в моей последней сборке San Andreas, в которой визуал сделан под PS2 версию, а также в ней более 70 различных модификаций. И вот сравнение с обновленной Definitive Edition с классическим освещением. Выглядит очень неплохо, это именно то, чего ранее не хватало Definitive Edition. В San Andreas как нигде нужно было подобное освещение. А теперь давайте взглянем, как оно выглядело ранее в предыдущих обновлениях. То, что было раньше, совсем не похоже на ту правильную ванильную PS2 атмосферу, которая так идет этой игре. Если же вы любите классическую San Andreas, то недавно у меня вышло целых 2 видео, в которых я показал, как сделать из оригинальной игры настоящий шедевр. Если эта тема вам интересна, то переходите на канал и смотрите видео. Также есть уже и готовые сборки на Boosty. Помимо классического освещения, которое бесспорно выглядит очень хорошо, во всех частях трилогии добавили еще много разных исправлений. В GTA 3 были исправлены различные проблемы с картой, коллизией, наконец-то пофиксили звук от закрывающихся ворот. Еще, играя в GTA 3, я заметил, что в игре пофиксили тени. Теперь они двигаются плавно и равномерно. Ранее это происходило рывками. Проходило определенное время и тень делала большой шаг. Теперь же тень двигается постоянно без остановки, и это изменение коснулось всей трилогии. С Vice City все примерно то же самое. В ней, насколько мне известно, и так было не так много проблем. Помимо того, что изменили освещение, особых отличий по сравнению с прошлой версией, кроме измененного визуала, поиграв совсем немного, я не заметил. Кроме интересной фичи, которую завезли и в GTA 3. Теперь можно стрелять и двигаться одновременно с дробовиком и прочим тяжелым оружием. Ранее этого не было, и этого очень не хватало. Данная фича работает только в том случае, если в настройках управления выставлен тип перемещения современный. В San Andreas данная возможность предоставляется, как и прежде, по мере прокачки навыка оружия. Еще одна очень классная деталь, которая появилась сразу в 3 играх серии, это то, что катсцены можно ставить на паузу. Данная фича была и раньше, но отличалась она тем, что открывалась
оставалось просто меню паузы. Теперь же этот момент обыграли более эстетично. Катсцена останавливается и блюрится, и появляется кнопка «Продолжить». Лично мне такой вариант нравится гораздо больше. Мелочь, но очень приятно, что разрабы заморочились и сделали приятный глазу момент. Теперь основательно перейдем к Сан-Андреас, ведь в ней багов больше всего. Соответственно, исправлений должно быть также больше. Классическая атмосфера реализована в данной игре лучше всего, это факт. А если быть точнее, данной игре больше всего и не хватало данного освещения и фильтра. Помимо освещения в игру добавили правильный туман и дымку. Находясь на высоте, игра выглядит теперь так же, как и оригинальная Сан-Андреас. По всему горизонту присутствует дымка, что выглядит очень здорово и маскирует разные изъяны. Появились красивые объемные облака. Конечно, они не настолько крутые, как могли быть, но если сравнивать их с тем, что было ранее в Definitive Edition, то это существенная разница. Раньше полет на самолете выглядел ужасно, так будто вы летаете над каким-то макетом города, потому что не было того эффекта дымки, не было нормальных облаков, которые бы придавали необходимый объем. Теперь это все есть, и это придает масштаб всей игре в целом и очень сильно дополняет атмосферу. Еще наконец-то исправили песчаную бурю, которая ранее выглядела крайне ужасно и неестественно из-за целого ряда визуальных багов. Теперь же она выглядит значительно лучше и более естественно. Сейчас действительно создается ощущение, что это именно буря, а не хрен пойми что, как было раньше. Вот, можете посмотреть, как было раньше, если вы забыли или вовсе не знали. Кроме новой атмосферы и погодных эффектов, спустя столько лет исправили скелет Си-Джея. Теперь он не выглядит так крипово, когда приседает. К счастью, на великах также пофиксили эту проблему, и теперь все нормально. Исправили и анимацию с газировкой из автоматов. Ранее Си-Джей выливал ее себе прямо на голову, теперь же он начал правильно ее пить. С шеей в спортзале стало чуточку лучше по сравнению с тем, что было, но все равно данная анимация выглядит незавершенной, хотя если сравнивать с оригинальной игрой, то там она выглядит практически так же, как и в новом обновлении. В зале наконец-то стали подвижными висящие мешки, которые ранее были словно из камня, и Си-Джей не мог их сдвинуть с места. Но вот правда, данный персонаж как был ранее в очках, так и остался. Вероятно, ему так лучше видно. В игре поменяли освещение фонарей. Ранее фонари были более белыми, что не соответствовало эпохе тех лет. Теперь фонари исправили, и они стали более желтыми, и данная деталь отлично вписывается в атмосферу. У авто пофиксили проблему с постоянно висящими в воздухе бамперами. Теперь этого больше нет. Также был исправлен черный дым от шин, который по какой-то причине ранее не могли исправить. Теперь дым белый, и его не так много. Но не исправили раскачку авто, как было еще в оригинальной Сан-Андреас. Исправили положение Си-Джея на воде. Больше он не висит в воздухе, когда поднимаются волны. Теперь он плавает именно так, как и должен, и двигается вверх-вниз вместе с потоком воды. Также было исправлено много проблем с картой, неправильными текстурами, освещением и многим другим. Уверен, все, что я описал выше, это лишь малая часть того, что было исправлено. Но, конечно, это еще далеко не все, и работы предстоит еще очень много. Мне по-прежнему не нравится управление, особенно во время полета. Обзор мышкой — это какой-то кошмар. То же самое и во время полетов на джетпаке. Невозможно нормально повернуть камеру вокруг игрока. Камера постоянно дергается и старается вернуться на исходную позицию. На наземном транспорте вверх или вниз посмотреть также проблематично, и все эти мелочи прям бесят. Появились и новые баги, например, во время полета внизу на карте видны какие-то темные области. Я так понимаю, это дыры на карте, судя по их виду. Провода в Angel Paint как были ужасными, так и остались. То же самое произошло и с лодами. К сожалению, их также не пофиксили, и местами они выглядят ужасно. И я думаю, много подобных мелочей еще наберется. Но все же стоит признать, что Rockstar проделали огромную работу над ошибками. И я надеюсь, что это не последний масштабный апдейт. Хотелось бы верить, что в будущем мы увидим еще не одно обновление Definitive Edition. И кто знает, может когда-нибудь ее доведут до ума. И вообще, посмотрев на эту трилогию сейчас, я могу сказать, что хотя бы вот в таком виде 3 года назад и должна была выйти Definitive Edition. И уже постепенно ее бы и пофиксили, и все бы были рады. И не было бы такого шквала хейта, какой он был. Но что было, того не вернешь. Главное, что это издание сдвинулось с мертвой точки. А далее посмотрим. Определенно новое обновление — это бальзам для фанатов серии. Особенно для тех, кто все же хотел нормальные ремастеры. Конечно, они не идеальные, но это уже сильно лучше того ужаса, что был изначально. Теперь еще хочется верить, что на такой положительной ноте на игру обратят внимание модеры и также займутся исправлением разных проблем и улучшением данной игры. И вероятно, когда-нибудь из Definitive Edition получится сделать совершенный ремастер, как сейчас, например, из оригинальной игры выжимают максимум, благодаря чему она становится очень хороша. Например, как я делал вот в этих видео, где добавлял огромное количество модов для улучшения оригинала. Но, к сожалению, движок игры очень стар, и выше головы уже не прыгнуть. А ремастеры все же
на современном движке, и потенциал у них гораздо больше, как мне кажется. И кстати о модах. Следующее видео будет как раз о модах для Definitive Edition. Я покажу, как еще можно улучшить трилогию с помощью разных модификаций. Поэтому обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает на Бусти. Это очень ценно сейчас. На этом у меня все. Увидимся в новых видео.